Организация, известная под аббревиатурой НКВД, была официально создана в начале 30-х как инструмент контроля и безопасности внутри Советского Союза. Но за фасадом административных функций скрывались карательные операции, секретные разведки и изучение потенциально опасных природных объектов. Еще в ранние 30-е появлялись внутренние директивы, предписывающие фиксировать необычные ландшафтные аномалии на территории страны. Подобные инструкции чаще всего касались приграничных и труднодоступных регионов, особенно тех, где фиксировались сейсмические отклонения или внезапные провалы почвы. Именно под прикрытием геологоразведки сотрудники НКВД получали задания по сбору данных о таких точках, включая отчеты с места, схемы, свидетельства местных жителей. Эта практика со временем вылилась в целую параллельную систему регистрации природных объектов, не попадавших в официальные карты. Одним из первых упоминаний странного провала можно найти в донесении, датированном концом 30-х. В нем описывается резкое оседание почвы в районе, известном тогда под условным названием «Зона К-23», и странная геологическая формация, внутри которой заметили структуру, похожую на спуск. В тот период такие сообщения рассматривались сквозь призму оборонной угрозы, что автоматически приравнивало любой подобный случай к военной тайне. Однако сама эта логика, внимание к недоступным горным образованиям, создание карт с несуществующими точками, а также участие оперативных групп в их изучении, говорит о том, что интерес к подобным аномалиям у НКВД появился задолго до громких событий. Дальше были события, которые укрепили необходимость держать такие дела в тени. И один инцидент в горах стал поворотной точкой в этом направлении. Во второй половине 30-х началась кампания, которую позже сотрудники архива обозначат как предгорное обследование. Официально она проходила под эгидой геологической разведки, но в документах, позже рассекреченных частично в 90-х, упоминаются группы, состоявшие не из ученых, а из сотрудников спецотделов. Местом обследования стали отроги Кавказа и северные районы Центральной Азии, где ранее наблюдались странные обвалы и акустические аномалии в горах. Некоторые участники тех вылазок позднее рассказывали в закрытых интервью, что во многих местах, куда они добирались, местные уже давно считали определенные расщелины проклятыми. В одном из донесений указано, что группа, состоявшая из 6 человек, не вышла на связь после входа в одну из пещерных зон. Их тела так и не были найдены, несмотря на масштабную поисковую операцию. Уцелевший связист рассказывал, что в момент их спуска исчезла вся радиосвязь, как будто скала поглотила сигнал. После этих инцидентов вся информация по проекту была засекречена, однако в ту же зону спустя месяц была отправлена другая группа, уже без сопровождения научных сотрудников. Их цель в архивных документах обозначена как локализация спуска. С этого момента термин «спуск» стал регулярно встречаться в закрытых отчетах. И один такой спуск вскоре получит собственное строго внутреннее имя. В 40-х в архивных протоколах НКВД появляется отдельная категория геологических обследований – карстовые зоны с нестабильной воронкой. Речь шла о местах, где почва проваливалась без внешней причины, открывая доступ к подземным полостям. Одним из самых загадочных регионов стал участок на границе Башкирии и Пермской области, где на территории нескольких миль в радиусе наблюдались одновременные обвалы и исчезновение грунта. В отчетах фиксируются случаи, когда после падения воронки в шахту спускались группы с веревками и не находили дна. Один из отчетов описывает странную акустику, в которой отсутствует эхо, типичное проявление нестабильной подземной структуры. Также упоминалась камера, куда вела едва различимая лестничная структура, выдолбленная будто вручную в камне, но на слишком большой глубине, чтобы это могли сделать пастухи или местные жители. Военные геологи, которых подключили к расследованию, предложили теорию древней пещерной системы, но позже отказались участвовать в дальнейшем спуске. Это совпало по времени с директивой из Москвы о приостановке открытых обследований и передаче всех материалов спецотделу. С этого момента информация перестала быть геологической и стала оперативной. Первые карты, где обозначен аномальный провал, всплыли в виде схем обслуживания близлежащих ГУЛАГов. В частности, лагеря, расположенные в труднодоступных горных районах, часто имели рядом технические зоны, обозначенные как недоступные. Внутри этих зон, по воспоминаниям бывших надзирателей, находились места, куда не допускались ни заключенные, ни местные проводники.
На одной такой карте, найденной в частной коллекции бывшего инженера, есть заштрихованная область с пометкой «ЗК обход запрещен», а рядом цифрами подписан квадрат, где зафиксировано провал грунта и пустота. Эти карты не предназначались для геологов или военных, они были частью внутреннего документооборота между лагерями и спецслужбами. Однако именно такие документы стали первым доказательством, что НКВД имели не просто знания о провале, но и использовали его как часть своей логистики. Свидетельства бывших узников, записанные уже в 2000-х, дополняют картину. Заключенных иногда направляли на расчистку тропы, но позже эти люди не возвращались. Некоторые очевидцы вспоминали, что слышали металлический гул из недр и воронку, которая будто дышала. Но самым поразительным стал отчет, найденный среди писем сотрудника лагерной охраны, в котором описывается углубление, откуда тянет воздух, как из шахты, но туда никто не лезет. Когда в 90-х началось частичное рассекречивание архивов НКВД, несколько дел, связанных с изучением природных объектов, оказались без пояснительных документов. Внутри папок только отчеты с отсутствующей хронологией, вырезанными листами и странными подписями. Один из таких файлов имел название «Отчет К4, класс 3, не подлежит хранению». Подобная формулировка указывала на материалы, которые должны были быть уничтожены, но каким-то образом они уцелели. Некоторые папки содержали схемы лестничных спусков без координат. Другие — перечни фамилий выездных групп, ни по одной из которых не значится дата возвращения. Особенно часто встречалась комбинация «Зона В-17», по которой не найдено ни одного связанного донесения, но сохранилось множество зафиксированных запросов, будто другие отделы пытались получить доступ к данным, но им было отказано. Исследователи, получившие временный доступ к этим материалам, говорят о явной системе фильтрации, когда определенный тип информации уводился в отдельные хранилища. Если вам понравилась наша экскурсия в мир загадок НКВД и их проклятых провалов, не забудьте подписаться на канал. А если хотите поддержать наш проект, например, чтобы мы не провалились в бездну идей, ссылка на донат в описании или QR-код на экране, помогите нам оставаться на поверхности. Эти пустоты в архивах говорят о том, что кто-то сознательно очищал следы. И причина этого скрыта где-то в событиях последующего десятилетия. Параллельно с деятельностью НКВД в середине XX века в местах, где фиксировались провалы и необычные геологические структуры, стали активно распространяться местные легенды. В горах Башкирии, на Северном Кавказе и в Алтайском крае появились одинаковые по структуре истории о лестницах, уводящих вниз, шепчущих камнях и людях, не вернувшихся из пещер. Эти истории особенно часто повторялись среди жителей деревень, находившихся неподалеку от закрытых зон. Фольклористы, изучавшие устные предания в послевоенные десятилетия, зафиксировали десятки совпадений. Рассказы о длинных каменных спусках, от которых веет холодом, упоминания о стражах под землей и даже фразы о том, что советские люди приходили и ставили печати у входа. Особенно интересен случай из Архыза, где старожилы утверждали, что в 1939-м приехали люди в черных шинелях и опечатали расщелину под видом борьбы с чумой. Несмотря на то, что эти легенды кажутся малодостоверными, их распространение совпадает с периодом активных действий НКВД в соответствующих регионах. Устная память фиксировала то, что официальные документы предпочли скрыть. Позже на этот пласт наложились и другие события, которые придавали древним рассказам все более реальное звучание. Одними из наиболее убедительных источников стали свидетельства людей, напрямую сталкивавшихся с секретными операциями НКВД в горных районах. Большинство таких рассказов начали появляться в конце 80-х, когда ослаб контроль над архивами и преследованиями. Бывшие связисты, инженеры, а иногда и местные рабочие начали рассказывать об экспедициях, сопровождаемых вооруженной охраной, о странных объектах, которые вытаскивали из подземных шахт, и о людях, пропадавших после одного спуска вглубь. В воспоминаниях старшего техника геологоразведочной партии, опубликованных уже в 2000-х, приводится поразительный эпизод. Он упоминает, как в одном из ущелий на юге Урала НКВД обустроили лагерь, где каждый день по веревочной лестнице спускался человек в костюме с кислородным баллоном. Техник утверждал, что в одну из ночей услышал, как один из спустившихся вернулся и сказал: «Дальше лестница уходит в пустоту, а эхо не возвращается». Подобных рассказов много, они приходили из разных концов страны, но детали совпадали.
Именно в этих совпадениях исследователи позже увидят реальную картину событий, которые скрывались под грифом «совершенно секретно». Но подтверждение правдивости этих рассказов пришло не только от слов. Его можно найти в тогдашней прессе. Во время Холодной войны советская пресса строго контролировалась, но даже в этих условиях иногда проскальзывали статьи и заметки, вызывавшие вопросы. В некоторых региональных изданиях начала 50-х встречаются публикации о необычных геологических образованиях, которые после выхода статьи моментально изымались из библиотек. Особенно известен случай с газетой из Свердловской области, опубликовавшей материал под заголовком «Бездна под нами». В заметке описывался внезапный провал грунта в горной зоне и каменная спираль, уводящая вниз. Журналисты, пытавшиеся продолжить расследование, позже сообщали, что к ним приходили сотрудники в штатском, а редакция получила приказ не развивать тему. В Москве по распоряжению Госкомитета печати была создана специальная инструкция по фильтрации информации, связанной с подземными объектами неустановленного происхождения. Тем не менее, копии некоторых изъятых материалов все же сохранились в частных архивах и позже попали к независимым исследователям. Именно эти вырезки стали отправной точкой для дальнейших поисков в архивах советской геологии. Советские геологи в 40-х и 50-х получили множество поручений по изучению нестандартных геологических явлений. Внутри их официальных отчетов есть указания на карстовые пустоты, отсутствие звукового отклика, искусственные образования в толще известняка, которые невозможно было объяснить природными причинами. Один из самых любопытных документов – отчет из Института геологии СССР, где зафиксирован спуск в провал в районе Южного Урала. Там описана лестничная формация, уходящая вниз на сотни футов, но без точных измерений, потому что приборы выходили из строя. Многие из этих отчетов так и не были обнародованы, некоторые сохранились только в виде фотокопий, случайно попавших в университетские архивы. При этом их авторы нередко позже попадали под прессинг, увольнение, понижение, обвинения в антинаучности. Но ключевым стал один конкретный случай в Восточной Сибири, где геологи зафиксировали не только провал и лестницу, но и звуковой сигнал из глубины. Это стало последней каплей, после которой изучение передали военным структурам. Геологи были отстранены. И на смену им пришли уже другие специалисты. После открытия границ в 90-х интерес к загадочным пещерам России проявили и западные спелеологи. Некоторые из них получили разрешение на ограниченные исследования и стали публиковать отчеты о странных зонах, где отказывают компасы, исчезает звук и обнаруживаются остатки старых лестниц, уходящих вниз. Британский исследователь Марк Роудс в 2000-х опубликовал отчет о спуске в один из таких провалов в районе Северного Кавказа. Внутри он обнаружил каменные ступени, которые, по его словам, были слишком ровными, чтобы быть природными. Интересно, что после публикации отчета Роудса его команда больше не возвращалась в Россию. Сам он позже в интервью сказал: «Мы нашли не то, что искали, и больше не вернемся». Подробностей он не раскрыл, сославшись на соглашение о неразглашении с российскими структурами. Эти международные контакты позволили получить независимые подтверждения существования странных подземных структур, ранее известных только по советским источникам. И теперь становится ясно, эти лестницы действительно существуют, и к ним вели тщательно скрытые пути. Внутри советской системы секретности существовал четкий порядок, как обращаться с информацией, касающейся объектов, не поддающихся научному объяснению. По внутренним циркулярам НКВД и позже КГБ подобные сведения относились к категории спецотчетов, для которых применялась изолированная система хранения и двойная классификация по месту обнаружения и по потенциальной угрозе. В архивах, попавших в распоряжение независимых историков в начале 2000-х, упоминаются инструкции о моментальном переводе объекта в закрытый режим при обнаружении структур, не описанных в геологических сводках. Например, одно из положений предписывает: в случае фиксации аномальной лестничной структуры установить периметр, произвести фотосъемку, направить материалы в Москву, уничтожить копии на местах. Такая строгая методология указывает, что лестницы, найденные в провалах, рассматривались не как геологические курьезы, а как потенциально чувствительные объекты. В отдельных случаях изымались не только документы, но и люди, имевшие контакт с информацией. Одним из таких примеров стал случай в районе Бийска.
где после зафиксированной экспедиции с участием геофизиков 3 человека исчезли без следа, а материалы были переправлены спецрейсом в закрытое хранилище. Но спустя годы часть этих документов начала просачиваться наружу в форме дневников, писем и внутренних копий. Одним из наиболее интересных источников стали личные архивы участников экспедиций, которым по каким-то причинам удалось сохранить документы, не подлежащие разглашению. Наиболее известным стал дневник С, анонимный записной журнал, обнаруженный в частной коллекции в Екатеринбурге. В нем описана экспедиция под контролем НКВД в 48-м, целью которой была локализация спуска в известняковом разломе. В дневнике приведены схемы, датированные записи и зарисовки ступеней, уходящих вглубь под наклоном в 40 градусов. Другой документ — письмо инженера-картографа своей жене, где он упоминает каменную винтовую формуцию на глубине более 300 футов и добавляет «спуск затянулся, не всех подняли сразу». Это письмо было перехвачено цензурой, но позже обнаружено в неучтенном пакете архивных материалов. Также интерес представляют списки оборудования, выданного на экспедиции. В некоторых явно избыточное для геологических целей снаряжение, резиновые костюмы, изолированные кабели связи, шасси с вибрационной защитой. Все это говорит о высокой подготовке и необычных условиях, в которых велась работа. Но главная загадка кроется не в том, как спускались, а зачем. Начиная с конца 50-х, любые упоминания о подземных лестничных структурах или аномальных провалах встречались официальным отрицанием. Если где-то появлялась информация об очередной лестнице в глубину, тут же следовали заявления. Это выдумки местных, геологическая ошибка, легенды и слухи. Советские официальные органы неоднократно публиковали опровержения в научных журналах и прессе. Некоторые из них были настолько детализированы, что складывалось впечатление, будто опровержения писались людьми, досконально знакомыми с объектами. Один случай из Забайкалья, где местные СМИ сообщили о провале с каменными спусками, был развернуто опровергнут в «Правде», где приводились якобы экспертные мнения, а заодно обвинялись журналисты в сенсационализме. Однако при этом с тех районов снимались спутниковые снимки, вводились ограничения на посещение и усиливалось патрулирование. Такое расхождение между заявлениями и действиями стало для исследователей прямым доказательством того, что власти знали больше, чем говорили. И вскоре стало понятно, подобные объекты существуют не только в СССР. На фоне советских исследований в середине XX века начали появляться сообщения о похожих аномалиях в других частях мира. В частности, в американском штате Кентукки, в районе Мамонтовой пещеры, несколько раз фиксировались спуски в зоны, где структура стен напоминала обработанный камень, а сам спуск напоминал лестницу. Также в Мексике, в пещерах Чиапаса, исследователи упоминают о камне, ступенчато уходящем вниз, неестественно симметричном. Эти случаи стали предметом споров, но независимые геологи из Великобритании, Японии и Германии подтверждали, аналогичные структуры находили в Китае, Перу и даже в Иране. При этом везде наблюдались схожие эффекты – искажение звука, нарушение работы приборов, исчезновение животных. Эти совпадения заставили многих поверить, что лестницы не просто локальная аномалия, а часть глобального феномена. Но в СССР об этом предпочитали молчать. Тем временем в подземельях продолжалась работа, теперь уже не только в поисках, но и с целью раскопок. Постепенно к работе в зонах провалов стали подключать археологов. В некоторых регионах, особенно в районе Саян и в предгорьях Кавказа, обнаруживались предметы, не характерные для тех мест: обломки керамики, следы от орудий, фрагменты каменных панелей. Археологи, допущенные к таким работам, давали подписку о неразглашении. Один из них, выехавший в эмиграцию, позже написал: «Мы копали не просто пещеру, это был вестибюль чего-то большего». В одном случае, описанном в частной переписке, был обнаружен обломок бронзовой пластины с геометрическим орнаментом, не характерным ни для одной известной культуры региона. Анализ показал, что возраст предмета превышает 2000 лет, но металл имел примеси, характерные только для более поздней металлургии. Подобные находки все чаще начали исчезать из официальных отчетов. Некоторые экспедиции не публиковали финальных отчетов вовсе. И вскоре археология в этих зонах была полностью закрыта, передавшись в руки спецслужб. Но главный вопрос остался открытым: зачем все это хранилось в секрете? Существует несколько версий, почему НКВД и позже КГБ придавали столь большое значение подземным лестницам и провалам. Первая — сугубо военная.
В условиях холодной войны любые потенциальные укрытия, особенно природного происхождения, могли использоваться как тайные базы, бункеры или маршруты эвакуации. Это объясняет ранний интерес, но не масштабную секретность. Вторая версия — историко-культурная. В некоторых докладах фигурируют формулировки вроде «возможно, объект представляет собой остаток древней инженерной системы», а также упоминается термин «искусственное происхождение». Эти фразы не свойственны стандартным геологическим заключениям. На этом основании исследователи предполагают, что спецслужбы могли считать эти лестницы фрагментами исчезнувших цивилизаций и боялись, что при утечке информации это подорвет официальную историческую версию. Третья теория — контроль над населением. Подобные объекты могли использоваться как инструмент страха или манипуляции. Местные легенды, закрытые зоны, исчезновение людей — все это поддерживало образ всемогущей власти, контролирующей даже бездну под землей. Но есть и четвертая, наиболее интригующая версия, основанная на деталях, которые не вписываются ни в одну научную модель. И подтверждение этой версии нашли на старых пленках. Среди рассекреченных фото- и видеоматериалов времен позднего СССР нашлись материалы, вызывающие сомнения в их датировке. На одной из кинопленок, хранившейся в архиве Министерства геологии, запечатлена группа людей, спускающихся в каменную шахту с помощью каната. Качество съемки, техника и одежда соответствуют 50-м, но один из участников держит прибор, появившийся в широкой продаже лишь в начале 70-х. Аналогичные несостыковки были замечены в бумажных отчетах, письма, подписанные задним числом, схемы, напечатанные на машинках, не существовавших в тот период, и карты с обозначениями, появившимися только спустя десятилетия. Все эти мелочи указывают на то, что либо материалы намеренно подделывались, либо внутри самой системы НКВД КГБ существовала параллельная структура, действовавшая по собственному графику и с собственными технологическими ресурсами. Также фиксировались странности в отчетности, экспедиции, которые не могли состояться из-за непогоды, по факту состоялись. Или списки участников, которых в это время должны были находиться в других регионах страны. Эти временные парадоксы указывают, что за операциями стояло нечто большее, чем просто изучение пещер. И исследователи начали задаваться новым вопросом, кто именно все это координировал. С появлением доступа к части документов и свидетельств в 90-е и 2000-е ученые начали открыто высказываться о загадочных лестничных структурах. Однако официальная академическая наука не спешила признавать эти объекты реальностью. Многие эксперты подвергали сомнению даже саму возможность их существования. Геологи говорили о естественной эрозии, археологи — о подделках или ошибках датировки. Тем не менее, находились и другие специалисты. Один из них — инженер Александр М., участвовавший в шахтных работах в Сибири. Он в интервью подтвердил: «Мы натыкались на такие структуры. Они были слишком симметричны и равны. И слишком глубокие для естественного образования. Позже он был уволен по потере доверия». Историки, сопоставлявшие карты НКВД с современными спутниковыми снимками, подтверждали совпадение по точкам, а независимые группы исследователей выезжали на места и фиксировали странные магнитные аномалии. Но каждый раз, когда информация начинала попадать в медиа, происходили странности: исчезновение документов, отказ в съемке, молчание свидетелей. Это подталкивало к еще одной мысли: кто-то до сих пор продолжает контролировать эту тему. Несмотря на все попытки скрыть, вычеркнуть и опровергнуть, память о лестницах, провалах и тайных зонах осталась в народе. Устная традиция, передаваемая от поколения к поколению, оказалась крепче любых архивных запретов. В небольших деревнях по всей России и сегодня можно услышать рассказы о странных местах, куда приходили люди в форме, где исчезали животные и откуда доносился шум, как из железной трубы. Особенно сильны эти воспоминания в регионах, где ранее располагались лагеря и научные базы. Там старожилы без колебаний указывают на холмы, за которыми начиналась запретка, и рассказывают, как в 50-х туда завозили оборудование, а потом все исчезло. Они не знают слов «карст» или «аномалия», но помнят следы от тяжелой техники, опечатанные входы и глухой звон в скалах. Память эта не всегда точна, но она дает карту, по которой можно восстановить путь. И когда таких точек становится достаточно, возникает целостная картина, которую больше невозможно игнорировать.
Сопоставив все известные свидетельства, документы, фрагменты отчетов и карты, можно сделать один вывод. НКВД действительно проводили работы в районах с аномальными подземными структурами, и лестницы, ведущие вглубь, не выдумка, а реальность, тщательно скрытая под слоями секретности. Многое было утеряно, переписано, уничтожено, но даже обрывки информации указывают на системность и продолжительность этих операций. Слишком много совпадений, чтобы списать все на фантазию. Слишком много исчезновений, чтобы считать это игрой случая. Слишком тщательно охранялись эти провалы, чтобы считать их геологической случайностью. Возможно, в архивах все еще лежат непрочитанные файлы. Возможно, кто-то до сих пор следит за тем, чтобы лестницы в бездну остались закрытыми. Но если когда-нибудь правда всплывет целиком, она, скорее всего, окажется пугающей не из-за самой лестницы, а из-за того, что находится на ее дне. Среди уцелевших документов особое внимание исследователей привлекли зашифрованные координаты, которые фигурировали в отчетах без привязки к конкретным географическим названиям. Эти координаты передавались через закрытые каналы между ведомствами и сопровождались специальными кодами допуска. В некоторых из них встречались пометки «Отклонение недопустимо», «Запрет на фотофиксацию», «Объект класса Тарий». Позже, благодаря сопоставлению с современными картами, удалось определить несколько реальных точек, соответствующих этим координатам. В результате экспедиции независимых исследователей выяснилось, что все они располагаются в труднодоступных районах, зачастую среди скал или густой тайги, без подъездных путей и в нескольких милях от ближайших населенных пунктов. На месте либо глубокие расщелины, либо замаскированные входы, поросшие мхом и закрытые плитами. Самое интересное, в одном из таких мест, на высоте более 5000 футов, был найден фрагмент таблички с выгравированным номером отрядной экспедиции и гербом СССР. Этот объект не значится ни в одном открытом списке советских горных операций. Кто-то очень старался, чтобы эти координаты не повторились ни в одном официальном документе. В истории расследования подземных лестниц и провалов есть странная закономерность. Ученые, проявившие избыточный интерес к этим объектам, сталкивались с препятствиями, увольнениями, а в ряде случаев исчезновениями. Архивы свидетельствуют, что несколько молодых геологов, представивших альтернативные теории происхождения лестничных структур, были отстранены от работы и исключены из научных институтов. Один из них, Алексей З., в конце 80-х написал диссертацию, в которой пытался доказать, что формация в районе Среднего Урала не может быть природной. Работа была изъята, сам он уволен по статье, а его дальнейшая судьба неизвестна. Его коллега, пытавшийся опубликовать материал в научном журнале, получил предупреждение от КГБ и через полгода эмигрировал. Журналисты, интересовавшиеся темой, сталкивались с рекомендациями прекратить расследование. Некоторые из них в неофициальных беседах признавались, что их вызывали на беседу в закрытые кабинеты, где разъясняли, что эта тема может закончиться плохо. Слишком много совпадений, слишком много тишины вокруг тех, кто осмелился говорить открыто. Самая темная сторона истории — это люди, которые исчезли после соприкосновения с этими структурами. Архивные документы содержат списки участников экспедиций, по которым нет отметок о возвращении. Некоторые числились как без вести пропавшие, другие вовсе не упоминаются в итоговых отчетах, хотя их подписи есть в начальных списках. Бывшие сотрудники лагерей ГУЛАГа вспоминают, как после определенных заданий заключенных не возвращали, и их личные дела исчезали. Внутренние приказы, подписанные спецотделами, содержат формулировки «признать недействительным», «аннулировать учет», «обнулить архивный след». Позже, в независимых расследованиях, выяснилось, что родственникам таких людей часто сообщали неправду о смерти от болезни, о переводе в другую зону. Но никаких подтверждающих документов им не выдавалось. Один из бывших офицеров признался в интервью: «Были зоны, откуда не возвращались даже наши. Там никто не спрашивал лишнего. Главное было не копать слишком глубоко. Ни в землю, ни в смысл происходящего. И все же кто-то продолжал копать». Подземные лабиринты, простирающиеся на сотни миль под землей, скрывают в себе загадки, о которых даже не подозревают жители городов. В 1981 году советские геологи, исследуя один из таких лабиринтов в районе Урала, наткнулись на нечто необычное. В глубине земли, на глубине более 2000 футов, они обнаружили стену, покрытую таинственными символами, которые не были известны ни одной научной дисциплине.
Эти геологи, работавшие на проекте глубинного бурения, никогда не предполагали, что их ждет не просто обычная работа, а столкновение с неизвестным. Когда они начали распаковывать оборудование, из недр земли донесся глухой звук, словно что-то шевелилось в кромешной тьме. Это был не единственный случай. Все исследования на протяжении нескольких лет сопровождались необычными событиями. Оборудование выходило из строя, геологоразведчики теряли сознание, а некоторые просто исчезали без следа. Одним из самых шокирующих случаев стало исчезновение группы из 3 человек в 1983 году. Они спустились в лабиринт, чтобы провести замеры и собрать образцы, но больше их никто не видел. Позже, в том же самом районе, другой отряд обнаружил их снаряжение, но сами геологи так и не были найдены. Эти события привлекли внимание не только научного сообщества, но и различных исследовательских организаций. Стали поступать слухи о том, что в недрах Земли скрыты не только залежи полезных ископаемых, но и что-то гораздо более загадочное. Власти провели несколько экспедиций, но результаты были противоречивыми. Одна из групп зафиксировала аномальные радиационные фоны, в то время как другая, работая на соседнем участке, наткнулась на подземное озеро, совершенно неизвестное на картах. Подводные исследования этого озера выявили странные формы жизни, которые не могли существовать в таких условиях. Назначенные эксперты не смогли объяснить происхождение этих существ. Мистические теории и предположения стали множиться. Некоторые исследователи утверждали, что лабиринты могут быть частью более ранней цивилизации, которая обладала знаниями о Земле, недоступными современному человеку. Другие считали, что это могут быть входы в другие миры или даже временные порталы. В такие теории охотно верили любители аномальных явлений. В 1995 году команда ученых, пытаясь разгадать тайны подземных лабиринтов, решила провести масштабные исследования на основе предыдущих работ. На этот раз они подготовились основательно, привлекли новейшее оборудование и увеличили число участников экспедиции. Их целью было не только исследование, но и попытка найти исчезнувшие группы. Но что они нашли в недрах Земли, стало шокирующим открытием. На глубине более 3000 футов они наткнулись на огромные залы, окруженные непонятными конструкциями, напоминающими архитектурные элементы. В этих залах царила тишина, которая, казалось, была ненормальной. На стенах висело множество предметов, которые были явно не созданы природой. Это стало началом новой эры исследований подземных лабиринтов. Но что именно скрывали эти темные ходовые системы, оставалось неясным. Запуск экспедиции в 1990 году стал определяющим моментом для советских геологов. На этот раз команда, состоящая из 10 человек, была готова к любым неожиданностям. Они спустились в подземные лабиринты с намерением не просто исследовать, но и установить контакт с тем, что могло скрываться в недрах Земли. На борту были не только геологи, но и специалисты по аномальным явлениям, что добавляло атмосферы мистики и риска. Первое, что они заметили, спускаясь на глубину — изменение температуры. В то время как на поверхности было тепло, в подземелье воздух внезапно стал холодным, как будто они переходили через невидимую границу. Шум их шагов отдалялся в тишине, и вскоре они осознали, что слышат нечто иное, глухие отголоски, которые, казалось, откликались на каждый их шаг. Это усиливало напряжение внутри группы. На глубине около 3500 футов они наткнулись на массивную дверь, встроенную в стену из серого камня. Дверь была украшена древними символами, которые уже встречались в предыдущих экспедициях. Участники группы начали обсуждать, стоит ли открывать ее, но любопытство взяло верх. Один из геологов, Игорь, с энтузиазмом предложил попробовать открыть механизм, что привело к тому, что остальные начали активно искать способ взлома. Когда дверь наконец поддалась, она с шумом распахнулась, открывая проход в огромный зал, освещенный тусклым светом, исходящим из непонятных источников. Внутри находились странные конструкции, напоминающие сочетание машин и архитектурных форм. На стенах висели аппараты, которые выглядели как будто были из другой эпохи. Мгновенно команда поняла, что они наткнулись на нечто большее, чем могли предположить. Внезапно один из участников группы, Алексей, заметил, что на экранах их оборудования начали появляться странные сигналы. В то же время откуда-то из глубины донесся гул, словно что-то шевелилось в темноте. Группа в страхе замерла, осознавая, что их открытие могло иметь серьезные последствия. Они начали размышлять о том, что эти конструкции могли быть частью чего-то более масштабного и неизвестного. Внезапно один из геологов, Антон, ощупал стену и обнаружил небольшой проем.
Он заглянул внутрь и увидел еще один зал, заполненный странными артефактами, статуэточками, о которых не было упоминания в никаких научных работах. Эти находки заполнили их новые надежды, но также добавили вопросов. Что эти артефакты могли означать? И кто их создал? В процессе изучения зала несколько участников группы начали ощущать странные головокружения. Неизвестная сила, казалось, воздействовала на их сознание. Способы общения между ними становились все более хаотичными, как будто в воздухе витало невидимое напряжение, заставляющее их терять внимание к окружающей действительности. Неожиданно один из геологов, Виктор, закричал и бросился к выходу, наполняя пространство паникой. Остальные, парализованные страхом, поняли, что теряют контроль над ситуацией. В глубине подземного лабиринта, среди загадочных конструкций и таинственных артефактов, началась настоящая борьба за выживание. То, что они считали простым исследованием, превратилось в опасную игру с неизвестным. Научный интерес уступил место инстинкту самосохранения. Паника охватила группу, когда Виктор, не дождавшись объяснений, бросился к выходу. Остальные, сперва растерянные, быстро поняли, что оставаться в зале значит рисковать потерять рассудок. Игорь, собравшись с силами, попытался успокоить остальных. Он предложил сосредоточиться на находках и не поддаваться страху. Но его голос терялся в гуле, который усиливался, словно кто-то невидимый пытался заставить их покинуть пределы этого зала. Антон, все еще исследуя стену, заметил, что некоторые артефакты начали излучать слабый свет. Он схватил один из них, небольшую статуэтку, изображающую неизвестное существо с необычайно длинными конечностями. Как только он коснулся поверхности, устройство вокруг них мигнуло, и глухой звук стал ярче и четче. Группа почувствовала, как давление воздуха вокруг них изменилось. Алексей, увидев это, подбежал ближе, присматриваясь к статуэтке. Он заметил, что на ее поверхности были выгравированы похожие символы, как на двери, которая уже привела их к этому месту. Это открытие привлекло внимание всех, и они начали всматриваться в детали статуэтки. Они не могли понять, что это может означать, но инстинктивно ощутили, что это ключ к разгадке. Внезапно, как будто в ответ на их интерес, свет на артефактах усилился, и залы наполнились звуками, похожими на шепот. Команда почувствовала, как их охватывает ощущение, что их кто-то наблюдает. Это заставило их насторожиться. Антон, продолжая изучать статуэтку, заметил, что в ее основании есть небольшой механизм. Нажав на него, он активировал скрытый проектор. Перед ними развернулась трехмерная проекция. Она показывала ранее неизвестные подземные туннели и залы, которые они еще не исследовали. Тени на экране мигали, и возникло чувство, что это не просто карта, а своеобразное указание на место. Группа замерла в ожидании, не зная, что делать дальше. В этот миг послышался глухой треск, и часть стены начала обваливаться, образуя новый проход. Команда, не осознавая опасности, решилась следовать за светом, исходившим из нового туннеля. С каждым шагом они ощущали, как напряжение нарастает. Глухой звук, который они слышали ранее, стал более ритмичным, как будто нечто огромное двигалось в темноте. Находясь в глубоком туннеле, они увидели еще больше статуэток, расставленных вдоль стен. Некоторые из них выглядели как те, что они нашли в зале, но другие были совершенно отличными, с характерными чертами, вызывающими жуткое чувство. Участники экспедиции начали осознавать, что это не просто находки, а, возможно, часть некой культуры, чья судьба была связана с этими лабиринтами. Когда они углубились в туннель, внезапно их окружила тьма. Свет их фонарей меркнул, а зловещие звуки усилились до предела. Команда поняла, что что-то изменилось. Внезапно перед ними возникли фигуры, очертания которых были размыты, но они явно не были людьми. Это были создания, которые, казалось, наблюдали за ними, и их намерения были неизвестны. Группа, всматриваясь в эту зловещую картину, поняла, что находится на грани чего-то необратимого. Инстинкт самосохранения заставил их остановиться и пересмотреть свои действия. В поисках выхода и понимания того, что происходит, они оказались в ловушке, где каждое движение могло повлечь за собой катастрофу. Настоящая угроза, которую они искали, оказалась ближе, чем они могли себе представить. Фигуры, возникшие из темноты, медленно приближались к команде. Их очертания постепенно прояснялись, и исследователи поняли, что это не просто тени, а существа с человеческими чертами, но с искаженными лицами и пустыми глазами. Они двигались синхронно, как будто были частью единого целого, и это вызывало жуткое беспокойство. Группа замерла, охваченная страхом. Игорь, собрав все мужество, попытался заговорить, но слова не доходили до его губ.
Вместо этого он почувствовал, как его разум заполняется образами и звуками. Создания, казалось, обладали способностью проникать в сознание, передавая информацию не словами, а ощущениями. Внезапно в голове Игоря возникло изображение подземного комплекса, огромного зала, заполненного артефактами, похожими на те, что они уже видели, но гораздо более масштабными. Алексей, испытывая нарастающее беспокойство, попытался отступить, но ощутил, как его ноги приковало к земле. Остальные члены группы тоже начали терять контроль над своим телом. Теперь они были не в состоянии сделать ни шагу, ни звука. Существа, продолжающие подходить, образовали вокруг них кольцо. Внезапно одна из фигур сделала шаг вперед, привлекая всеобщее внимание. Это существо, в отличие от остальных, казалось более развитым. Оно подняло руки, и в воздухе замерцал свет. Неведомая энергия заполнила пространство, и команда оказалась погружена в видение. Они увидели себя на поверхности, но мир вокруг был иным. Живые существа, которые когда-то населяли подземные лабиринты, выходили на свет, обретая свободу. Затем мир начал разрушаться. Повсюду возникали катастрофы, и жители подземелий были вынуждены скрываться в темноте. Команда поняла, что эти существа не враги, а хранители знаний, утраченных в результате катастрофы. Они были частью цивилизации, некогда процветавшей на поверхности, но разрушенной войнами и природными бедствиями. Существа пытались предупредить их о повторении этого сценария. Чем больше исследователи понимали, тем яснее становилась их роль в этой истории. В этот момент, когда мир вокруг затих, Игорь почувствовал, что может говорить. Он произнес: «Мы не пришли вам навредить, мы ищем ответы». Существа замерли, и их глаза, казалось, сияли с новым пониманием. Они начали общаться, передавая образы и события из своей истории, рассказывая о страданиях и утраченных знаниях. Игорь и его команда осознали, что их исследование было не просто научным, а частью миссии по спасению умирающей культуры. Внезапно пространство начало дрожать, и стены лабиринта начали трещать. Группа поняла, что время иссякает. Ключевые знания, которые они получили, были важнее, чем когда-либо, но чтобы сохранить это понимание, им нужно было покинуть лабиринт. Участники команды начали осознавать, что их ждет не только возвращение на поверхность, но и ответственность за сохранение знаний, которые они получили. Каждый из них ощутил, что в этот момент они стали частью чего-то большего. Существа, с которыми они столкнулись, были не просто жителями подземного мира, они были хранителями истории. Исследователи выбежали в коридор, расправляя плечи, полной решимости вернуть увиденное на поверхность. В этот критический момент, когда их ждали опасности и неизвестность, они стали единым целым, готовыми передать миру тайны, которые скрывались под их ногами. Исследователи выбежали из лабиринта, ощущая, как свежий воздух наполняет их легкие, словно они вернулись из другого мира. Сердца их стучали от пережитого, но в то же время они были полны решимости донести до мира то, что узнали. Каждый из участников экспедиции осознавал, что их находки имеют не только научную, но и культурную ценность, и их следует беречь. Вернувшись на поверхность, команда сразу же организовала пресс-конференцию. Они представили свои открытия, артефакты, найденные в подземном комплексе, включая статуэтки, украшенные таинственными символами, а также фотографии залов и записки с описанием происходившего в лабиринтах. Научное сообщество было потрясено. Артефакты, напоминавшие о неведомой цивилизации, вызвали большой интерес и активные дискуссии о возможных причинах исчезновения этой культуры. Однако не все реакции были положительными. Власти, узнав о находках, начали беспокоиться о возможных последствиях. Вскоре появились слухи о запрете на дальнейшие исследования подземелий, которые были охарактеризованы как потенциально опасные. Группа столкнулась с бюрократическими преградами, пытаясь заглушить их усилия. Тем временем Игорь и его коллеги продолжали работать над обнародованием своих открытий. Они организовали выставку в одном из крупных музеев, где представили артефакты и провели лекции о подземных лабиринтах. На выставке собралось множество людей — ученые, любители загадок и просто интересующиеся. Интерес к исследованию подземных глубин начал расти. С каждым днем выставка привлекала все больше посетителей, и Игорь ощущал, как знания, которые они получили, начали менять людей. Посетители задавались вопросами о важности истоков цивилизации и о том, как современные технологии и наука могут быть лишь частью более широкой картины. Он понял, что их миссия — это не только исследование, но и возрождение интереса к истории, которая может быть забыта. Несмотря на угрозы со стороны властей, команда не собиралась сдаваться.
Как вы думаете, стоит ли нам продолжать спускаться в бесконечные глубины, или лучше оставить это занятие профессиональным аквалангистам? Если вам нравится наше исследование загадок истории, и вы хотите поддержать проект, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, ваша помощь поможет нам достичь новых глубин. Они начали планировать новые экспедиции, получая поддержку от общественных организаций и ученых, осознающих важность их работы. Каждый из участников стал свидетелем того, как необъяснимые явления могут изменить восприятие мира. Мир подземных лабиринтов продолжал скрывать множество тайн. Команда осознала, что их работа лишь начинается. Они собирались раскрыть еще больше загадок, которые скрываются в недрах Земли. Каждый новый шаг в изучении этих таинственных мест открывал новые горизонты. Исследователи были готовы столкнуться с любыми вызовами, которые ждали их впереди. Подземные лабиринты стали не просто местом, они стали частью их самих и частью истории, которую они обязаны были сохранить.